В Амстердаме Азиз терпит скучную офисную работу с менеджером, который ужасно с ним обращается и заставляет его работать сверхурочно и платит ему едва достаточно, чтобы выжить. В отличие от Азиза, его брат Мо не работает, он проводит время на вечеринках и постоянно звонит Азизу в офис, чтобы попытаться уговорить его присоединиться к нему. Азиз никто в офисе, именно поэтому он шокирован, когда его возлюбленная Тесс приглашает его на свидание, и Азиз соглашается, заработав ему много насмешек со стороны его коллег. К сожалению, это также привлекает к нему внимание менеджера, который невероятно ревнует и увольняет Азиза, используя тот факт, что его брат всегда звонит ему в рабочее время, чтобы отвлечь его в качестве оправдания. Со всеми своими вещами в коробке Азиз идет к его брату на вечеринку, но вместо того, чтобы проявить сочувствие, Мо радуется увольнению Азиза, потому что это означает, что теперь они могут вместе открыть бизнес. Поскольку Мо никчемный человек, Азиз не может доверить ему такое, и это вызывает спор, во время которого Мо бросает мяч, который случайно попал в девушку хозяина дома. В качестве мести парень посылает своих головорезов Нолана и Джеффри, и они их избивают. Когда остальные тусовщики убегают, 4 мужчин начинают драку, в которой не так уж много ударов происходит, прежде чем полицейские их арестуют. В тюрьме они вчетвером продолжают спорить, пока офицер Ким не приводит в камеры заключенного Джориса, и все ребята начинают приставать к ней, кроме Азиза. Чтобы заткнуть им рот, Ким бьет их всех электрошокером. Позже, когда наступила ночь, Тесс продолжает ждать Азиза в офисе, но он, очевидно, не появляется. Менеджер использует шанс, чтобы подкатить к Тесс, но она отказывает ему, оставляя его разочарованным. В тот момент в небе появляется ужасающий огненный шар, и менеджер со страхом наблюдает, как эта штука падает в здание. Ребята в тюрьме чувствуют, как трясется земля, и звенит тревога, но винят в этом землетрясение и решают пойти спать. На следующее утро Азиз просыпается первым и обнаруживает, что двери камеры открыты. Мужчины, не колеблясь, убегают, и пока Мо начинает спорить с Ноланом и Джеффри снова, Азиз и Джорис идут по коридору, чтобы провести расследование, но загадочным образом никого не находят вокруг. Когда группа поднимается наверх, они забирают свои телефоны из шкафчика, и Азиз обнаруживает, что у него есть 15 сообщений от Тесс, в которых говорится, что она застряла в офисе и что повсюду монстры, поэтому ей нужна помощь. Затем Азиз понимает, что в полицейском участке царит беспорядок, и когда он выходит на улицу с остальными, они обнаруживают, что город захвачен зомби. Одна старушка-зомби сразу же идет за ними, но ее останавливает Ким, которая, не колеблясь, стреляет в зомби, прежде чем затащить всех парней обратно. Затем она включает телевизор, чтобы посмотреть, как ведущий новостей Ян объясняет, что произошло. Оказывается, разбился российский космический зонд. Офисные здания и его части, упавшие повсюду, распространяют вирус в виде зеленой слизи, которая превращает людей в зомби. Город Амстердам герметично изолируется армией, и все выжившие, которые еще не заражены, могут приблизиться к любому из 3 безопасных территорий на границе города. Пока обеспокоенный Азиз безуспешно пытается позвонить Тесс, Нолан ходит по комнатам и находит шар для боулинга, в котором случайно застревают пальцы. Ким хочет ради собственной безопасности оставаться в этом месте до прибытия армии, но в этот момент нескольким зомби удается проникнуть внутрь, и у группы нет другого выбора, кроме как сражаться с ними, используя случайные офисные принадлежности, такие как степлер, клавиатуру и вентилятор. Шар для боулинга Нолана оказался довольно полезным, потому что позволяет ему с легкостью разбивать головы зомби. Как только они отбились, группа садится в полицейскую машину и пытается уехать, но поскольку машина продолжает наезжать на зомби, вскоре она покрывается зеленой слизью, и оставаться под ее воздействием становится слишком опасно. Ким заставляет всех выйти из машины и, отталкивая приближающихся зомби, приводит мужчин в магазин. Особенно нужно тащить Азиза, потому что он постоянно отвлекается на вид его офисного здания с зондом наверху. В магазине Азизу звонит Тесс, с которой все в порядке, но ей все еще нужна помощь, чтобы выбраться из здания. Азиз обещает спасти ее, но когда он рассказывает остальным, все называют его сумасшедшим и отказываются идти с ним, несмотря на его трогательную речь о спасении невиновных. Ким решает, что они попытаются добраться до безопасного места, но перед уходом группа хватает из магазина как можно больше полезного снаряжения, включая 2-й шар для боулинга для Нолана.
Мо также подумывает о том, чтобы забрать деньги из кассы, но Йорис отмечает, что там немного и что они могут остановиться в банке, в котором он работает. После этого группа добирается до заправки, где начинают выяснять, какую машину они могут взять. Азиз все еще хочет уйти один, чтобы спасти Тесс, из-за чего Ким дает ему несколько пощечин, чтобы попытаться заставить его образумиться. Джеффри и Мо садятся в лимузин и находят известного певца Бена Сондерса сзади, но случайно убивают его, когда появляется группа зомби и раздается шум, и это пугает Мо, заставляя его непроизвольно выстрелить из арбалета. Поскольку никто из них не знает, как завести машину, им придется придумать какой-то другой план, чтобы продолжать движение. Они возвращаются на улицу, защищаясь как могут, используя вещи, которые они взяли из магазина, но это не очень эффективно. К счастью, Джеффри понимает, что они рядом с гаражом, принадлежащим его другу, который работает там вместе с двумя другими механиками, их без проблем пускают внутрь. Сейчас они снова в безопасности. Ким использует момент, чтобы извиниться перед Азизом за то, что ударила его. Рубин и его друг показывают группе, что они обнаружили, что зеленая слизь дает очень мощную энергию, которая может заставить транспортное средство двигаться. Однако дела идут плохо, когда Джеффри замечает, что третий механик отсутствует. Оказывается, он стал зомби и его приковали к стене. Группа хочет убить монстра, но Рубин им не позволяет и встает между зомби и Джеффри. Это ужасная идея, потому что зомби не помнит своих друзей и кусает Рубена, прежде чем разорвать цепи и напасть на остальных. Пока группа сражается с зомби, Азиз принимает еще один звонок от Тесс, которая окружена зомби и не знает, как долго она сможет выжить. Прямо перед тем, как Нолану удается прикончить зомби с помощью шара для боулинга, монстру удается ранить Ким, и Азиз держит ее на руках, потому что он отказывается оставить ее. К сожалению, Нолану, Джеффри, Мо и Джорису все равно, и они уезжают на грузовике с двигателем слизи, чтобы найти банк Джориса. Как только они добрались до банка, Йорис открывает сейф, и группа начинает наполнять сумки как можно большим количеством денег. Нолан уходит и обнаруживает, что у рабочих была вечеринка по случаю дня рождения, когда пришли зомби, и праздничный торт выглядит слишком вкусным, чтобы его не попробовать. Наверху голова мертвеца, поэтому Нолан пытается быть как можно более тихим, но зомби все равно просыпается и кусает Нолана за руку. Когда все готовы идти, Йорис показывает свое истинное лицо и угрожает остальным оружием, заставляя их отдать ему все деньги, а затем он убегает прямо перед тем, как здание окружают новые зомби. Джеффри и Мо обнаруживают, что Нолана укусили, и Мо указывает, что руку следует ампутировать, но его идея быстро отвергается. Тем временем Азиз вывозит Ким на тележке из гаража, пробираясь к своему офисному зданию. Когда Ким просыпается, она замечает, что зомби продолжают преследовать их, поэтому она держит их на расстоянии с помощью булавы. Когда ей становится лучше, она бросает тележку и идет рядом с Азизом, объясняя, насколько она шокирована тем фактом, что он так хочет спасти свою девушку, потому что ее бывший никогда бы не сделал этого для нее. Однако, когда Азиз признается, что даже не ходил с ней на свидание, Ким приходит в ярость и снова бьет его, прежде чем отказаться ему помогать. В этот момент Азизу звонит Мо и тоже просит о помощи, потому что они застряли внутри банка. Звонит и Тесс, и теперь Азизу приходится выбирать между девушкой, которая ему нравится, и собственным братом. В банке Нолана начинает рвать зеленой слизью, а это означает, что у Джеффри и Мо нет другого выбора, кроме как убить его. Это оказывается сложнее, чем кажется, и им придется использовать множество предметов для выполнения работы, включая лампу, шар для боулинга и даже раковину. По телевизору Ян продолжает информировать зрителей о ситуации, убивая всех зомби, которые пытаются прервать его программу. Было обнаружено, что космический зонд притягивает зомби к офисному зданию как магнит, и Россия отправляет специального командос, чтобы позаботиться об этом. Азиз и Ким приходят в банк и отвлекают зомби, включив автомобильную сигнализацию, что позволит им войти в банк и спасти Джеффри и Мо. Группа убегает так быстро, как только может, но застревает на детской площадке, когда зомби окружают их снова. Но когда, казалось бы, надежды нету, их удивляет прибытие братьев Барачи. Эти парни владели кебабным рестораном и стали экспертами в охоте на монстров, когда их клиенты превратились в зомби. Следуя последовательности, напоминающей видеоигру, Барачи избивают большинство врагов и оставляют последнюю группу на погибель от их собственных дрессированных зомби, которых они выпускают в награду за хорошо выполненную работу. Прежде чем уйти, братья дают группе указание добраться до ближайшей охраняемой зоны.
Спустя несколько мгновений они наконец прибыли к убежищу, но Азиз не хочет входить и просит солдат пойти с ним, чтобы спасти Тесс. Каждый солдат игнорирует просьбу и просит его либо войти, либо уйти. Отказываясь сдаваться, Азиз угоняет армейский грузовик и с удивлением видит Мо, Ким и Джеффри, которые идут с ним. Добравшись до офисного здания, они вооружаются боевым оружием из кузова грузовика. Пока Джеффри остается снаружи с миниганом, чтобы держать зомби и отомстить за Нолана. Азиз, Мо и Ким поднимаются на лифте на верхние этажи, чтобы найти Тесс. К сожалению, лифт застревает, поэтому троица должна силой открыть дверь и искать Тесс, избегая при этом зомби, уже находящихся в здании. В этот момент у Джеффри кончаются боеприпасы, и он бросается внутрь только для того, чтобы найти лифт, который не работает. Теперь ему придется подняться по лестнице, а это долгий путь с первого этажа, не говоря уже о добавленном весе минигана. Пока троица осторожно пробирается по офисам, они встречают коллегу Азиза, который тоже здесь ради Тесс, потому что она обзвонила каждого парня, с которым у нее была веселая ночь. Мо приходит в ярость из-за того, что они ввязались в это, но Ким говорит Азизу, чтобы он все равно нашел Тесс, пока она и Мо используют свое огнестрельное оружие, чтобы сражаться с приближающейся ордой зомби. Как только он отходит достаточно далеко от места боя, Азиз звонит Тесс только для того, чтобы услышать, как она говорит, что ее больше не нужно спасать, потому что первым пришел другой коллега. Пока Тесс и парень возятся за столом, появляется менеджер в виде зомби и нападает на них. Спустя несколько мгновений Азиз наконец добирается до крыши, а вскоре за ним следует Мо, которого отделили от Ким. Зомби тоже добираются до крыши и идут за ними, поэтому братья стреляют в них во время ссоры, потому что Мо обвиняет Азиза в том, что они там застряли. Яростный Азиз называет Мо неудачником, который ломает все, что он строит, но как только он понимает, насколько он причинил боль своему брату, он извиняется, и они мирятся, обнявшись. Внезапно вертолет сбрасывает мужчину на крышу. Это русский спецназовец Андрей, который кажется храбрым и надежным, но его кусает зомби, как только он приземлился. Прежде чем инфекция лишит его рассудка, он призывает братьев помочь ему разместить взрывчатку, которую он принес по всему зонду, чтобы они могли взорвать здание и всех зомби вместе с ним. Тем временем Ким встречает Тесс, которая, по-видимому, боится и плачет. Однако все это делается для того, чтобы заманить Ким, поскольку она зомби. Пока женщины начинают драться, а Джеффри продолжает очень медленно подниматься наверх. Азиз и Мо заканчивают установку взрывчатки прямо перед тем, как Андрей превращается в зомби. Братья вместе сражаются с ним, но безуспешно, и Андрею удается повалить Мо на землю, чтобы укусить. Азиз находит гранату, которую уронил солдат, и вешает ее на карандаш, а затем приклеивает к голове Андрея, убивая его. Поскольку Мо укушен, он решает остаться с детонатором и отсылает Азиза, давая ему 10 минут, прежде чем взорвать детонатор, и говорит ему, чтобы он выбрал Ким, а не Тесс, потому что она гораздо лучший человек. Возвращаясь в здание, Азиз встречает менеджера и быстро стреляет в него, прежде чем повернуть за угол и обнаружить, что Ким убивает Тесс ударом по голове. После этого Ким и Азиз бегут вниз по лестнице, и Джеффри чуть не плачет, когда он слышит, что ему придется снова спуститься вниз после того, как он поднялся наверх. На крыше Мо оказывается в окружении зомби, и его пистолета недостаточно, чтобы остановить их всех. Он не может умереть, не выполнив свою миссию, поэтому он взрывает взрывчатку до того, как пройдут 10 минут. Здание начинает трястись, и троице приходится спешить вниз, уклоняясь от зомби. К счастью, они покидают здание прямо перед тем, как оно рухнет, обнаружив, что братья Барачи ждут их в машине, чтобы предложить безопасный побег. Ночь наступила к тому времени, когда группа добралась до безопасной зоны. Ким и Азиз хотят отпраздновать это поцелуем, но Джеффри прерывает их и убеждает войти в безопасную зону, чтобы не испытывать удачу. Поразительно, но внутри дела обстоят не намного лучше, потому что вся армия подверглась нападению вампиров. После того, как Азиз выражает свою ненависть к таким существам, группа готовится, чтобы сражаться. По телевизору Ян, к сожалению, проигрывает битву и погибает перед камерой.